Сначала я убью тебя. Пока расколотая битва Синего Небес на перерыве, начнем знакомство с другим топовым Дунхуа. Сказание о пастухе богов. Анимацией занимается Суанджи Technology, та же студия, что делала Боевой континент и Пожиратель звезд, гарантируя топовую графику и хореографию боев. Уникальный сюжет. В отличие от шаблонных историй про прокачку уровня, здесь поднимается философская тема «Боги существуют для людей» и деконструкция божественной власти, что очень резонирует со взрослой аудиторией. Это очень крутое Дунхуа, которое в последнее время все чаще оказывается в центре внимания и буквально рвет рейтинги. Причем это не очередной проходной китайский тайтл, который можно посмотреть пару серий и забыть. Здесь настолько закрученный сюжет, огромное количество загадок и настолько необычный главный герой, что по мере просмотра история постоянно заставляет пересматривать свои первые впечатления о происходящем. Речь идет о Дунхуа «Сказание о пастухе богов» или Tales of Herding Gods. И сегодня я хочу подробно познакомить вас с этим произведением, рассказать, что это вообще за история, в каком мире она происходит, кто такой главный герой Циньму, почему его воспитали 9 стариков-инвалидов и, самое главное, почему за этой на первый взгляд довольно простой историей скрывается огромная тайна, связанная с богами, человечеством, древними эпохами и самим устройством мира. Сказание о пастухе богов основано на одноименном китайском романе известного писателя Джай Джу. Оригинальная история относится к жанрам восточного фэнтези сянься и постепенно превращается из истории одного необычного мальчика в масштабную сагу, охватывающую богов, демонов, древние цивилизации, небесные дворцы и события, которые уходят на многие эпохи в прошлое. Но самое интересное начинается с самого главного героя. Циньму с самого детства живет в необычном месте, которое называется Великие Руины. Это крайне опасная территория, о которой окружающие предпочитают даже не вспоминать. Когда наступает ночь, здесь лучше не выходить из дома, потому что в темноте начинают происходить вещи, которые обычному человеку даже трудно представить. Именно здесь находится небольшая деревня Коллег, где и начинается история Циньму. Когда-то 9 стариков из этой деревни находят младенца на берегу реки. Они забирают ребенка к себе и начинают его воспитывать. Казалось бы, обычная история о сироте, которого приютили добрые люди. Но уже здесь начинается первая большая загадка. Все 9 стариков имеют серьезные физические увечья. Среди них есть слепой, глухой, немой, хромой, мясник, лекарь и другие странные жители деревни. На первый взгляд они выглядят как обычные старики, которым уже давно пора доживать свои годы в тихом месте. Однако очень быстро становится понятно, что все далеко не так просто. Каждый из них в прошлом был невероятно могущественным мастером. Они потеряли свои прежние силы и получили увечья не просто так. За каждым стариком скрывается собственная история, а вместе они представляют собой практически живую энциклопедию боевых искусств, алхимии, медицины, оружия и различных техник. И именно эти люди начинают воспитывать Циньму. Причем делают они это довольно необычным способом. Циньму с детства говорят, что у него есть легендарное тело владыки или тирана. Особое телосложение, которое должно позволить ему стать невероятно сильным мастером. Мальчик верит в это и начинает изо всех сил тренироваться. Однако существует одна проблема. Никакого тела тирана у него нет. На самом деле Циньму обладает самым обычным телом и изначально вообще не считается подходящим для культивации. Получается довольно забавная ситуация. Его воспитатели фактически лгут ему, чтобы заставить его тренироваться. Они убеждают Циньму, что он обладает уникальным талантом, хотя прекрасно знают, что это неправда. Но именно эта ложь становится одной из важнейших вещей в его жизни. Потому что Циньму не знает, что он слабый. Он верит, что должен стать сильным. Поэтому он продолжает тренироваться, учиться и осваивать все новые знания. А 9 стариков постепенно передают ему то, что знают сами. И здесь проявляется одна из главных особенностей произведения. Циньму не является типичным главным героем, который с самого начала получает невероятную силу и просто уничтожает всех противников. Он постоянно учится, ошибается, хитрит, использует окружающих и пытается найти решение даже тогда, когда противник намного сильнее него. При этом у него очень своеобразный характер. Он может выглядеть добродушным и простоватым, но на самом деле Циньму чрезвычайно хитрый и расчетливый. Он способен улыбаться человеку прямо перед тем, как придумать способ его обмануть. При этом к своим близким он относится совершенно иначе и готов рисковать собой ради тех, кто ему дорог. И именно поэтому за ним интересно наблюдать. Но настоящая история начинается тогда, когда Циньму покидает деревню Коллег и впервые сталкивается с большим миром.
Поначалу он даже не представляет, насколько огромным является мир за пределами его деревни. Он начинает путешествовать, знакомиться с другими людьми, сталкивается с мастерами, демонами и богами и постепенно понимает, что мир устроен совершенно не так, как ему рассказывали. В этом мире боги действительно существуют. Но самое интересное заключается в том, что отношения между богами и людьми далеко не такие простые. На протяжении огромного количества времени человечество находится в подчиненном положении. Боги обладают огромной властью и воспринимаются как существа, которым люди должны поклоняться. Однако появляется государство Янькан, которое начинает проводить реформы. И эти реформы становятся настоящим вызовом старому порядку. Люди начинают изучать знания, развивать культивацию, технологии и различные искусства, которые раньше считались недоступными. Человечество постепенно пытается избавиться от зависимости от богов. И, конечно же, боги не собираются спокойно смотреть на то, как люди становятся сильнее. Так, постепенно личная история Циньму превращается в нечто гораздо большее. Сначала он просто хочет стать сильным, потом пытается разобраться в собственном происхождении, затем начинает искать ответы на вопросы о деревне коллег и 9 стариках. А потом выясняется, что за всем происходящим скрывается история, которая уходит на огромное количество лет в прошлое. И вот здесь сказание о пастухе богов начинает показывать свою настоящую масштабность. Оказывается, нынешний мир далеко не первая эпоха существования цивилизации. До нынешних людей существовали другие эпохи, другие государства и другие могущественные существа. Следы этих цивилизаций сохранились в древних руинах, забытых знаниях и различных артефактах. Некоторые тайны, которые Циньму пытается разгадать, связаны с событиями, произошедшими задолго до его рождения. Постепенно раскрывается загадка самого Циньму. Его история связана не только с деревней коллег, но и с потусторонним миром, богами и событиями древней эпохи. И получается очень интересная ситуация. Чем больше главный герой пытается узнать о себе, тем больше он узнает о самом мире. Вселенная сказания о пастухе богов – это 17 слоев космических эпох, каждая из которых представляет собой отдельный этап развития мироздания. Мир включает богов, демонов, духов, Будд, людей и другие расы. Множество измерений, от опасных земель до небесных дворцов. Циклическую природу времени, вдохновленную теорией конформной циклической космологии. Основные локации. Первое. Великие руины. Проклятая земля, покинутая богами, где царит вечная тьма. Главное правило здесь – ночью не выходи из дома. В темноте бродят ужасные монстры. Второе. Государство Янькан. Человеческое государство, пытающееся провести реформы и освободиться от власти богов. Постоянно подвергается давлению со стороны Небесного двора и высших небес. Третье. Небесный двор. Власть богов, которые правят людьми и подавляют любые попытки освобождения. Это истинные враги человечества на протяжении тысячелетий. А также четвертое. Древние святилища с сокровищами и тайнами прошлых эпох. И загробный мир, где рождаются новые божества. Циньму – главный герой. Настоящее имя – Цинь Фэн Цин. Первое существо, рожденное в Юду, божественное дитя с 2 сознаниями. Рожден с обычным телом, непригодным для культивации. За счет своего сюжета и главного героя сказания о пастухе богов выделяется среди многих других дунхуа. На поверхности это история о молодом человеке, который становится сильнее и отправляется исследовать мир. Но если копнуть глубже, перед нами история о свободе, судьбе, богах, человечестве, наследии древних цивилизаций и попытке понять, кто на самом деле написал правила, по которым существует этот мир. И самое приятное заключается в том, что ответы не выкладывают перед зрителем сразу. Наоборот, история постоянно подбрасывает новые загадки. Поэтому, если вам нравятся масштабные китайские дунхуа, где помимо красивых боев есть действительно большая история, множество тайн и сюжет, который постоянно раскрывает новые уровни, то сказание о пастухе богов определенно заслуживает внимания. Особенно интересно наблюдать за развитием самого Циньму. Если вы уже смотрите это дунхуа, напишите в комментариях ваше мнение. Пастух богов – это действительно один из самых стремительно набирающих популярность тайтлов, который за последний год совершил настоящий рывок и уже теснит старожилов. Оно уже вошло в элиту. На данный момент оно стабильно занимает 2-е или 3-е место в еженедельных чартах и входит в топ-3 всех времен по ключевым метрикам платформы Bilibili. Места в еженедельных чартах. Сериал регулярно делит от 1-го до 2-го места в топ-10 еженедельных рейтингов Bilibili, напрямую конкурируя с таким шедевром, как «Путешествие к бессмертию».
По данным аналитики Билибили, «Сказание о пастухе богов» занимает второе место по совокупным просмотрам среди всех китайских анимационных проектов на платформе, уступая только «Путешествию к бессмертию» с результатом около 1,9 миллиарда просмотров. Оценки критиков и зрителей. Это одно из всего 2 текущих годовых Дунхуа, которые удерживают рейтинг на уровне от 8,8 до 9,0+, что переводит его в статус шедевра наряду с лучшими. Хотите видеообзоры новых серий на YouTube-канале? Ставьте лайк и пишите комментарий. Большое спасибо за просмотр и всем пока!